Азовское море многие воспринимают как большой, теплый и безопасный лягушатник, идеально подходящий для детей и тех, кто не умеет плавать. Однако за этим внешним спокойствием скрывается самый парадоксальный водоем на планете, который ученые называют зоной экологического бедствия. Это самое мелкое море в мире, но именно здесь происходят процессы, способные навсегда изменить природу целого региона. Если вы думаете, что знаете об Азовском море все, просто потому что отдыхали на его берегу, это видео перевернет ваше представление. Начнем с того, что с точки зрения планетарной гидрологии Азовское море – это уникальная аномалия. Его максимальная глубина составляет всего 14 метров. Для сравнения, средняя глубина Мирового океана почти 4 километра. Если бы мы поставили на дно Азовского моря стандартную пятиэтажку, то ее крыша торчала бы над водой. Объем воды здесь настолько ничтожен по меркам океана, около 256 кубических километров, что Байкал мог бы вместить в себя более 90 таких морей. Несмотря на скромные размеры, это море обладает самым крутым нравом в регионе. Именно мелководье делает его смертельно опасным для судоходства во время штормов. Здесь возникает уникальное явление – короткая и крутая волна. В глубоком Черном море корабль может плавно взбираться на высокие волны, но в Азове судно попадает на стиральную доску. Волны идут с интервалом всего в несколько секунд, ударяя в корпус с частотой отбойного молотка. Судно просто не успевает выпрямиться после одного удара, как получает следующий. Из-за этого даже надежные суда типа река-море здесь попадают в смертельный резонанс и разламываются пополам чаще, чем в открытом океане. Еще одна пугающая особенность – это сгонные и нагонные явления. Из-за того, что чаша моря плоская, как блюдце, сильный ветер может буквально сдуть воду от одного берега к другому. Уровень воды может меняться на 3-4 метра за несколько часов. История знает случаи, когда люди ложились спать в прибрежных поселках, а просыпались уже в воде. Или наоборот, море уходило от берега на километры, обнажая дно с остовами затонувших судов. Азовское море носит неофициальный титул самого континентального моря планеты. Это настоящий тупик Мирового океана. Чтобы капли воды из Азова попасть в Атлантический океан, ей нужно преодолеть цепочку из множества морей и проливов. Керченский пролив, Черное море, Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, Эгейское море, Средиземное море и, наконец, Гибралтар. Этот путь настолько сложен и извилист, что водообмен здесь крайне затруднен. Полная смена воды в Азовском море занимает десятки лет. Именно эта удаленность от океана делает экосистему Азова такой замкнутой и уязвимой для любых внешних воздействий. Существует также гипотеза о том, что Азовское море возникло в результате грандиозного катаклизма примерно 7,5 тысяч лет назад, синхронно с прорывом Босфора и наполнением Черного моря. Резкое повышение уровня воды затопило огромные низменные территории, превратив устья рек в то море, которое мы видим сейчас. Это делает Азов одним из самых молодых морей на планете. Его береговая линия до сих пор не сформировалась окончательно и меняется со скоростью, заметной человеческому глазу. У Азовского моря есть еще одна удивительная черта – это его непостоянство. Геологи называют его пульсирующим морем. За последние миллионы лет оно высыхало и наполнялось заново десятки раз. Были эпохи, когда на месте моря расстилалась сухая степь, по которой бродили стада слонов, а Дон впадал напрямую в Черное море через Керченский водопад. В другие периоды море разливалось так широко, что соединялось с Каспием через Маночский пролив. То, что мы видим сейчас, это лишь мгновенный снимок в бурной геологической истории водоема, который привык постоянно менять свои очертания. Древние греки вообще не считали этот водоем морем. Они называли его Миотийским болотом, и в этом есть научная правда. По сути, это гигантский лиман двух рек – Дона и Кубани. Дон и Кубань ежегодно выносят в море миллионы тонн взвеси. Устье Дона – это гигантский лабиринт из проток, островов и камышовых джунглей. Главная проблема в том, что этот лабиринт постоянно заиливается. Кораблям приходится идти по узкому, искусственно углубленному каналу. Земснаряды работают здесь круглосуточно. Если остановить углубление дна хотя бы на год, порт Ростов-на-Дону окажется отрезанным от моря.
Это вечная битва человека с наносами, которую природа постепенно выигрывает. Интересен факт о ледовом режиме. Азовское море – единственное южное море, которое регулярно замерзает зимой. Из-за малой глубины и низкой солености вода быстро остывает. В суровые зимы толщина льда может достигать 80 сантиметров, и по морю можно ходить пешком. В прошлом веке лед был настолько крепким, что по нему прокладывали временные дороги. Однако лед на Азове коварен. Из-за сильных ветров и течений огромные ледяные поля приходят в движение, образуя торосы, хаотичные нагромождения глыб высотой до нескольких метров. Эти ледяные валы способны зажать в тиски и раздавить любое судно, которое не успело уйти в порт. Климат здесь диктуют не морские течения, а степные ветры. Азовское море известно своими черными бурями. Это пыльные бури, которые приходят из калмыцких и ставропольских степей. Сильный восточный ветер поднимает в воздух тонны плодородного чернозема и несет его в сторону моря. Небо становится темным среди бела дня, а видимость падает до нуля. Вся эта пыль оседает на поверхность воды, насыщая ее минералами, но при этом загрязняя. Для моряков такие бури страшнее обычного шторма. Мелкодисперсная пыль проникает везде, забивая воздушные фильтры двигателей и буквально ослепляет радары, делая навигацию невозможной. Еще одна климатическая особенность – это миражи. Да, на Азовском море они случаются не реже, чем в пустыне. Из-за сильных температурных контрастов воды и воздуха над горизонтом часто возникают оптические иллюзии. Суда могут казаться парящими в воздухе, летучие голландцы, а низкие песчаные косы – высокими стенами или горами. Местные рыбаки знают об этом коварстве и не доверяют глазам, полагаясь только на приборы. Визуально расстояние здесь обманчиво. Берег может казаться близким, хотя до него еще десятки километров. Вокруг Азовского моря существует феномен исчезающих рек. В засушливых степях Приазовья малые реки летом часто пересыхают, не доходя до моря. Они образуют цепочки соленых озер или просто теряются в солончаках. Это создает уникальный ландшафт, где граница между сушей и водой размыта. В этих местах формируются так называемые лиманы – заливы, отделенные от моря песчаными косами. Вода в них застаивается, прогревается до 30 с лишним градусов и превращается в идеальный инкубатор для бактерий и микроорганизмов. Но геология Азовского моря готовит нам сюрпризы другого рода. Речь идет о грязевом вулканизме. Дно моря буквально напичкано газом, и оно крайне неспокойно. Здесь находятся десятки грязевых вулканов. В отличие от черноморских, которые скрыты на большой глубине, азовские часто прорываются на поверхность, образуя временные острова. Это выглядит как сцена из фильма «Катастрофы». Посреди спокойной глади воды вдруг начинает бурлить грязь, вырывается столб огня и газа, и за считанные дни из воды вырастает новый участок суши, который потом исчезает так же загадочно, как и появился. Один из самых известных случаев произошел в районе станицы Голубицкой. Вулкан выбрасывал столб грязи и огня на высоту несколько десятков метров. Однако жизнь таких островов коротка. Азовские штормы быстро размывают рыхлую породу, и остров исчезает так же внезапно, как и появился, оставляя после себя коварные мели. Эти блуждающие острова были головной болью для картографов на протяжении столетий. Моряки наносили остров на карту, а через год на его месте была лишь вода. Интереснейшим геологическим феноменом региона является Таманская Швейцария. Это местность на Таманском полуострове, где рельеф изрезан глубокими оврагами и холмами, покрытыми дикой растительностью. Но главная фишка Тамани – это наземные грязевые вулканы. Грязь, которую они извергают, поднимается с глубины нескольких километров. Она всегда холодная, около 14 градусов, и насыщена редкими газами, йодом и бромом. Некоторые вулканы выглядят как булькающие лужи, в которых лениво лопаются пузыри. Другие же представляют собой конусы высотой в несколько метров, похожие на миниатюрные копии Везувия. Самым впечатляющим является вулкан Тиздар. У него кратер диаметром 25 метров, заполненный густой сине-серой грязью. Плотность этой массы настолько высока, что в ней физически невозможно утонуть. Человек плавает на поверхности как пробка, погружаясь лишь по грудь.
Это ощущение невесомости привлекает тысячи туристов, но мало кто задумывается, что под ними находится жерло, уходящее в недра Земли на несколько километров. Ученые постоянно мониторят активность этих вулканов. Хотя сейчас Тиздар выглядит мирным спа-курортом, геология региона непредсказуема, и мощные выбросы газов могут произойти в любой момент. Берега Азовского моря съедаются водой с пугающей скоростью. Глинистые обрывы отступают на 3-4 метра в год. Целые улицы прибрежных поселков уходят в море. Это происходит из-за того, что мягкие породы не могут противостоять энергии штормовых волн. Инженеры пытаются строить бетонные укрепления, но море часто оказывается сильнее, подмывая и разрушая конструкции. Это наглядное пособие по геологии, демонстрирующее, как стихия безжалостно отвоевывает сушу у человека. Вдоль побережья тянутся километры диких пляжей, сложенных не из песка, а из битой ракушки. Это еще одна уникальная черта. За тысячелетия моллюски создали здесь слой ракушечника толщиной в несколько метров. Этот материал работает как природный фильтр для грунтовых вод. Более того, прогулки по такому пляжу заменяют сеанс рефлексотерапии. Мелкая ракушка массирует активные точки на стопах. А воздух здесь действительно лечебный, но по другой причине. Мелководное море работает как гигантский ингалятор, насыщая атмосферу ионами йода и брома, которые испаряются с поверхности воды. Нельзя не упомянуть о главном богатстве региона – лечебных грязях или пилоидах. Многие считают, что лучшая грязь в Мертвом море, но биологи утверждают, что азовские грязи биологически активнее. В Мертвом море запредельная концентрация соли убивает почти все живое, превращая грязь в стерильную минеральную пасту. А в лиманах Азова, в иловых отложениях, кипит микробиологическая жизнь. Это сложнейший живой коктейль из сульфидов, железа, йода и органических кислот. Эти грязи формировались тысячелетиями, и их запасы здесь исчисляются миллиардами тонн. Берега Азовского моря – это не просто пляжи, а настоящий палеонтологический музей под открытым небом. Благодаря тому, что море активно подмывает береговую линию, на свет выходят существа, жившие здесь миллионы лет назад. После сильных штормов местные жители и ученые часто находят в осыпях гигантские кости. Азовское побережье известно как одно из главных мест в мире по находкам останков южного слона. Это древний предок мамонта, который жил здесь около 2 миллионов лет назад. Именно здесь был найден один из немногих в мире полных скелетов этого гиганта, который достигал 4 метров в холке. В отличие от шерстистых мамонтов, южный слон был лысым, так как климат тогда был субтропическим, похожим на современную саванну. Эти гиганты достигали 4,5 метров в высоте, что значительно больше современных африканских слонов. В музее города Азов хранится один из немногих в мире полных скелетов этого животного. Его обнаружили случайно в песчаном карьере. Масштаб зверя поражает. Только один бивень весит столько же, сколько взрослый человек. Ученые также находят на дне Азовского моря следы древних цивилизаций. Благодаря небольшой глубине это идеальное место для подводной археологии, если бы не толстый слой ила, который надежно прячет артефакты. Известно, что в античные времена уровень моря был значительно ниже. Там, где сейчас плещутся волны, стояли греческие поселения и проходили сухопутные дороги. Яркий пример – древняя столица Фанагория в Таманском заливе. Это была мощная торговая метрополия, но море наступило, и теперь целые кварталы города, его улицы и причалы покоятся на дне. История человечества вокруг Азовского моря полна загадок. Одна из самых известных связана с Тмутараканским камнем. Это мраморная плита, найденная в XVIII веке, на которой высечена надпись о том, как князь Глеб Святославович в 1068 году измерил ширину Керченского пролива по льду. Расстояние составило 14 тысяч саженей, что примерно равно 24 километрам. Эта надпись стала важнейшим доказательством существования легендарного Тмутараканского княжества, которое многие историки считали вымыслом. Эта находка также подтверждает, что зимы 1000 лет назад были суровыми, раз бурное течение пролива сковывало льдом настолько прочно, что по нему можно было ходить и производить точные измерения. Топография этих мест с тех пор изменилась.
Коса Тузла – яркий тому пример. В разные эпохи она была то частью суши, то размывалась штормами, превращаясь в остров. Азовское море – это действительно живой организм, который постоянно перекраивает свои границы, заставляя людей подстраиваться под свой капризный характер. Вся акватория – это смесь соленой черноморской воды и пресного стока. Именно этот коктейль создал условия для невероятной биологической активности. Еще 50 лет назад Азовское море официально было рекордсменом планеты по продуктивности. На каждый гектар поверхности здесь приходилось в 40 раз больше рыбы, чем в соседнем Черном море. Это был настоящий рыбный суп, который сейчас, к сожалению, превращается в мертвый соленый бульон. Самым странным и инопланетным объектом в системе Азовского моря является залив Сиваш или Гнилое море. Это запутанная сеть мелководных лагун на западе, отделенная от основного моря узкой полоской суши – Арабатской стрелкой. Это самая длинная коса в мире, протянувшаяся на 112 километров. Сиваш – это гигантская природная выпарительная чаша. Вода сюда заходит, но почти не выходит, испаряясь под палящим солнцем. Концентрация соли в Сиваше запредельная. В некоторых местах она достигает 87 промилле, а летом вода превращается в рассол, где соль кристаллизуется прямо на коже. Дно Гнилого моря покрыто 5-метровым слоем ила, который пахнет сероводородом. В отличие от Черного моря, где сероводород спрятан на глубине, здесь он находится буквально под ногами. Этот ил обладает целебными свойствами, но запах тухлых яиц распространяется на километры, оправдывая название «Гнилое море». Именно в районе Сиваша и Арабатской стрелки происходят фантастические изменения цвета воды. Летом вода здесь часто окрашивается в кроваво-красный или ярко-розовый цвет. Это не результат загрязнения и не библейское проклятие. Виновницей является микроскопическая водоросль Дуналиелла солоноводная. Это один из немногих организмов на Земле, способных выжить в таком рассоле. Чтобы защититься от жесткого ультрафиолета и соли, она вырабатывает бета-каротин, то же вещество, что делает морковь оранжевой. Чем жарче лето и чем солонее вода, тем краснее становится залив. Вид розовой воды на фоне белых соляных берегов создает пейзажи, больше похожие на поверхность Марса. Азовское море – это не только царство рыб, но и гигантский аэропорт для перелетных птиц. Мелководье и заросли тростника в устьях рек стали домом для редчайших кудрявых пеликанов. Это одни из самых крупных летающих птиц на планете. Размах их крыльев достигает 3 метров 20 сантиметров. Это больше, чем длина некоторых городских малолитражек. Когда стая этих гигантов поднимается в воздух, они напоминают оживших птеродактилей. Для них Азовское море – идеальная столовая. Глубина здесь маленькая, и чтобы поймать рыбу, им не нужно нырять. Достаточно просто зачерпнуть воду своим огромным клювом с очком. В водах Азова живет уникальное млекопитающее – азовка или азовская морская свинья. Это самый маленький представитель китообразных в регионе. Азовки скрытны и избегают публичности, не выпрыгивая из воды ради шоу. У них короткое коренастое тело длиной всего около 1,5 метров. Местные рыбаки называют их пыхтунами или чумками из-за специфического звука, похожего на чихание, который они издают при выбахе. Жизнь азовки полна опасностей, и главное из них – это лед. Поскольку Азовское море замерзает, эти животные часто попадают в ледяные ловушки. Группы азовок оказываются отрезанными от чистой воды и постепенно задыхаются, когда полыньи затягиваются льдом. В суровые зимы случались массовые заморы, когда погибали тысячи особей, не успевших уйти в Черное море. Сейчас популяция восстанавливается, но крайне медленно. Азовка – невероятно прожорливое существо. В день она съедает до 5 килограммов рыбы, в основном бычка и хамсы. К сожалению, этот уникальный подвид занесен в Красную книгу и находится под угрозой полного исчезновения. Кстати, о рыбе. Еще полвека назад Азовское море называли осетровым роддомом. По плотности рыбных запасов оно не знало себе равных в мире. Азовские белуги были настоящими монстрами, весом под тонну. Однако строительство плотин на Дону и Кубани перекрыло рыбе путь к нерестилищам, а браконьерство в 90-е годы добило популяцию. Сегодня встреча с диким осетром в Азове – это событие из ряда вон выходящее, сродни встрече с живым динозавром.
Еще одна тайна скрыта в химическом составе воды. Из-за глобального потепления и разбора воды из рек Дон и Кубань на орошение полей, Азовское море стремительно меняется. Черноморская вода, более тяжелая и соленая, все активнее заходит через Керченский пролив, вытесняя пресноводную фауну. Мы наблюдаем экологическую катастрофу в режиме реального времени. Привычная рыба исчезает, а на ее место приходят морские захватчики. Одним из таких захватчиков стали медузы-корнероты. Раньше они были редкими гостями, но в последние годы их популяция выросла до чудовищных масштабов. Эти гигантские желеобразные существа с куполом до 60 см в диаметре и весом до 10 кг заполонили прибрежные воды. Биомасса медуз стала настолько огромной, что они забивают водозаборные системы и мешают рыболовству. Это не просто неудобство для туристов. Это признак того, что море умирает в своем привычном виде и превращается в простой залив Черного моря. В Азовское море проник знаменитый корабельный червь тередо. На самом деле это не червь, а моллюск, который вгрызается в дерево своей острой раковиной, как сверлом. Раньше пресная вода была для него барьером, но теперь он чувствует себя здесь хозяином. Это маленькое существо способно за несколько лет превратить прочные сваи причалов в труху. Для подводной археологии это приговор. Деревянные артефакты, лежа в иле столетиями, сейчас уничтожаются с невероятной скоростью. Еще одним следствием осолонения стало массовое размножение рапаны. Этот хищный моллюск, пришелец с Дальнего Востока, не имеет здесь естественных врагов. Рапана методично уничтожает местные виды двустворчатых моллюсков – мидий и сердцевидок, которые веками работали живыми фильтрами для воды. Из-за этого море теряет способность к самоочищению, мутность повышается, а дно заиливается. Злая ирония в том, что красивые раковины рапаны туристы увозят домой как главные сувениры, даже не подозревая, что держат в руках убийц Азовского моря. В последние годы ученые фиксируют двойной удар по экосистеме. Днем море превращается в ядовито-зеленый кисель из-за бурного цветения сине-зеленых водорослей. Отмирая, они забирают весь кислород, устраивая массовые заморы рыбы. А ночью происходит другое явление. Море начинает светиться неоновым светом. Но это не магия, это массовое нашествие хищной ночесветки, пришедшей из Черного моря. Раньше пресная вода Азова была для нее губительна, но теперь из-за осолонения она чувствует себя здесь хозяйкой. Для туриста это красивое шоу жидких звезд, а для ученых – финальный диагноз. Уникальная пресноводная экосистема Азова практически уничтожена. Несмотря на все экологические проблемы, Азовское море обладает удивительной способностью к самоочищению. Благодаря небольшой глубине и сильным ветрам, вода здесь постоянно перемешивается до самого дна, насыщаясь кислородом. Солнечные лучи прогревают всю толщу воды, что ускоряет биологические процессы переработки загрязнений. Это уникальный природный биореактор, который борется за жизнь, несмотря на колоссальное давление цивилизации. Однако будущее Азовского моря вызывает у ученых тревогу. Глобальное потепление и забор воды из рек нарушают хрупкий баланс. Но в отличие от Аральского моря, Азов не высохнет, ведь он соединен с океаном. Его ждет другая катастрофа. Если пресный сток рек продолжит падать, море окончательно потеряет свой уникальный облик и превратится в обычный соленый залив Черного моря. Мы уже видим это. Состав воды меняется, исчезают реликтовые виды рыб. Это наглядный пример того, как деятельность человека способна необратимо сломать экосистему целого региона. Азовское море – это не просто младший брат Черного моря, это самостоятельный, сложный и очень темпераментный организм. Оно умеет быть ласковым и теплым, но может мгновенно превратиться в смертельную ловушку с ледяными торосами и ураганными ветрами. Его дно хранит кости древних слонов и тайны исчезнувших цивилизаций, а его воды кишат жизнью, которая борется за выживание в меняющихся условиях. Мы привыкли смотреть на карту и видеть просто голубое пятно, но теперь вы знаете, что за этой простотой скрывается бурная история и сложные физические процессы. Берегите природу и изучайте мир вокруг себя, ведь самые удивительные тайны часто находятся совсем рядом, стоит только присмотреться. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца.
Если вы узнали для себя что-то новое об Азовском море, поставьте лайк, это лучшая благодарность для авторов. Напишите в комментариях, о каком водоеме вы бы хотели услышать следующий рассказ. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи!